Всем привет, на канале Hamster Trader. Сегодня в обзоре 4 альткоина старичка Каки, у которых за плечами 2, у кого-то даже и больше альткоин сезона они пережили, и они показывают неутешительную динамику. Хотел сказать динамику роста, но никакого роста нету, если глядеть на АТХ каждого альткоин сезона, они показывают угасание. Эти монеты, как правило, желательно не набирать в портфель, желательно набирать более интересные и сильные альткоины, которые показывают хотя бы динамику роста с каждым альткоин сезоном. Но тем не менее, сейчас я покажу какие-то интересные зоны или уровни, где все-таки можно попробовать набрать эту монету в портфель. Но лично я от некоторых монет в этом обзоре я вообще полностью отказываюсь. А некоторые монеты можно будет попробовать рискнуть подобрать на таких критически низких уровнях, попытаться отловить вот дно. Если удастся, тогда окей. Можно поддержать, если то есть не дадут эти точки входа, ну и черт с ними. Поверьте, куча есть альткоинов, которые более-не-менее показывают какую-то силу, динамика роста, глядя на предыдущие all-time high и так далее. Дальше я рассматриваю эти монеты с технической точки зрения, не как с фундаментала. То есть с фундаментальной точки зрения стороны у этих монет есть свои положительные стороны. Даже тот Dash взять, фундаментально, в принципе, неплохая монета, но я торгую графики. То есть я не торгую надежды, то что вдруг вот все-таки эта монетка покажет рост. То есть мне такое не интересно. Я торгую графики. Есть положительная динамика, есть какая-то сила у монеты, тогда желательно ее набирать в портфель. А вдруг, я считаю, это нехорошо. Ну что, мы переходим к первой монете. У меня недельный таймфрейм, логарифмическая шкала. Первая монетка это Dash. Я считаю, это ультра какаха среди альткоинов. Я понимаю, что у нас есть в интернете некий блогер, он очень пиарит Dash. Ему нравится как проект. Окей, я с ним не спорю, пускай он ему нравится. Но мне с технической точки зрения, я считаю этот альткоин полнейшей какахой. Сейчас я расскажу и покажу почему. Значит, первое, давайте начнем, что монетка, кстати, она в 2014 году аж вышла. То есть очень-очень старый альткоин. И обратите внимание, что эта альта, если взять даже с середины зоны консолидации, вот это 14-15 год, 16 и растянуть примерно даже тоже до, так не хай возьмем, так более-менее адекватно. Монета показала 20, даже 30 тысяч процентов, даже и более. Понимаете, это 300 иксов, это очень много, это крутейшие результаты. Если взять от минимума, то просто язык даже поворачивается. 220 тысяч процентов. Это какой-то фонтан. Это фонтан. Даже если кто-то покупал примерно отсюда по 6 долларов, 7 и продавал ее здесь. 13 тысяч процентов. Это 130 иксов. Вы понимаете, что эта монета ранее она сделала гигантские иксы. И дальше, когда монета находилась в зоне накопления, консолидации, вот это вот все. Сейчас я тяжело отметить. То есть вот это все, это была такая консолидация, наклоненная вниз. Так вот, здесь люди, естественно, они покупали надежды на то, что монета вырастет. Конечно, после такого пампа, то, что, в принципе, проект интересный, и, как вы видите, люди покупали, в принципе, надежду, а получили, что не получили? Получили вообще фигню полную. Если взять от минимума, где были просадки, и дотянуть до максимума, это 1200%. Это 12х, но вы понимаете, это нужно было взять на самом дне и на самом хае продать. То есть это нереально. Если взять более-не-менее какие-то адекватные цены, 400%, 4х, делать 4х на монете, зачем? Это вообще трэш, многие ж где-то вот здесь покупали ее по 90-100 баксов. И когда монета была 300 баксов, они 2х или 3х, я думаю, они не надеялись на такое. Поэтому многие тут даже, наверное, остались опять в ожидании о том, что монета все-таки стрельнет сейчас туда вверх, куда-то улетит.
Я не понимаю, почему это должно произойти. Потому что сейчас полно есть новых, молодых, интересных альткоинов. Даже альткоинов, которые прожили уже один цикл, показывают силу интересных блокчейн-проектов. Совсем новых проектов с новой архитектурой и так далее. Поэтому я не понимаю, пока что не верю в Dash. И мне он не интересен на средний срок. Не интересно его набирать до следующего альтсезона. Единственное, здесь какая-то спекулятивная сделка, только может быть, не более того. А дальше мы видим, обратите внимание, коррекция была с 17-18 года до 20 она составила 97%, ну, практически 98%. А сейчас коррекция по Dash 91%, 92%, поэтому видите, есть куда падать. Если Dash пойдет сейчас вот сюда, это будет 96-97%, что более не менее будет говорить о его нормальной коррекции. В общем, как видите, здесь идет нисходящий канал, два касания сверху, есть в принципе здесь касание сопротивления, поддержка, поддержка, поддержка. Поэтому канал этот валидный, я считаю, и монету с 15 долларов. Ну, если вы фанат, там, средний срок, да, держать Dash, ну, окей, 15 долларов можно начинать делать его набор. Как вариант, с 15 долларов так же самое можно подобрать монету в спекулятивных целях, получить какой-то отскок, вроде такого. Получить отскок, да, вот сюда вот 37, 34, 37, 40 долларов. Здесь нужно будет фиксануться. Видите, у нас есть сильный уровень. Здесь поддержка была. Сейчас мы на этой поддержке висим. Максимум, что здесь, если будет какой-то еще вот такой отскок дохлой кошки, и мы все-таки пробьемся это сопротивление. И дальше поддержка только на 15 долларах. Обратите внимание, 15 долларов это хай 2014 года, там, альткоин сезон. Дальше мы видим здесь сопротивление. Пробили, да, и ушли вверх. То есть здесь по-любому будет технический отскок ожидаемый. Поэтому можно будет словить. Также мы понимаем, что у нас здесь пробел. Видите, у нас здесь дыра. Как правило, такие дыры, они в будущем перекрываются. Цена, то есть, поглощает вот этот вот памповый рост. Как правило, на эта дыра закрывает. И как раз более-менее адекватный набор 15 долларов. То есть не выше эту монету не стоит набирать. Дальше обратите внимание, Фибоначчи от верха 2017 года до низа 20 мы видим, что монета дошла всего до первого уровня по Фиби 0.236. То есть это самое днище среди всех альткоинов. Это вообще просто дыра полнейшая. Я не знаю, что здесь ожидать можно еще дальше. Дальше обратите внимание, что эта вот вся зона накопления, консолидации, она была в таком нисходящем канале. Это уже говорит о слабости монеты. То есть очень хорошо видеть по монете боковую зону накопления. Да, возможен какой-то прокол перед новым ростом. Но тем не менее хорошо, когда монета формирует вот такое боковое движение. Это говорит о силе. Но когда у нас консолидация накопления идет нисходящая, как правило, это такой слабый признак немного. Ну, как видите, слабый признак. Кстати, все альткоины, которые я сейчас просмотрел, которые не перебили свои all-time high, у них у всех консолидация была вот такая низконаправленная. Если альткоин показывает консолидацию даже с каким-то вот таким ростом, это очень сильный бычий признак. То есть это говорит о том, что скорее всего в следующем альткоин сезоне монета покажет очень крутой рост. Вот вы обратите, даже откройте BNB график, там будет такая восходящая консолидация, соответственно BNB дал колоссальный рост, колоссальные иксы. А здесь у нас консолидация низконаправленная. Значит, с этим разобрались. В итоге интересный набор или спекулятивная покупка в портфель с отскоком. Я бы даже фиксировал тут 30 баксов, я бы уже вылетал с монеты. То есть примерно 100%, как раз 30 долларов я бы уже выходил бы с монеты и все. То есть такая спекулятивная сделка. А здесь у меня зона стоит. Сейчас, смотрите. 6 до 9,5 долларов. Примерно вот эта консолидация. Здесь какие-то есть уровни. Как вариант в будущем, да, если монета сюда свалится, технический отскок, скорее всего она будет показывать еще какие-то тоже перелоу. Тут перехай вряд ли.
Да, и возможно, где-то даже цена коснется 9 или даже там ниже уйдет, будет какой-то прокол. Такая ситуация тоже остается в силе, нужно быть на это готовым. Поэтому если вы фанатик Дэша, конечно, эта зона будет крутая для покупок, интересная. Вот такая вот ситуация. Рост, нужно смотреть, да, вот это нисходящий канал, или если он даже пробьется вниз или как-нибудь, ну, то есть это будет тогда трендовая линия, тем не менее, максимальный рост, что мы там, 100-160 долларов, ну, это печаль тогда будет. Видите, у нас здесь есть вот такая зона, скорее всего, в будущем зона будет сильно, зона сопротивления, правда, тут неизвестно, докуда тут дэш будет падать, да? Ну вот, я считаю, следующий альткоин сезон, примерно плюс-минус 24 год. Вот как раз это будет зона 150 долларов, сильное сопротивление. И если мы накинем, давайте тоже накинем фибу от 21 года, то есть хай, допустим, монета падает вот сюда на 15 долларов, нижняя граница нашего нисходящего канала. И потом на следующем альткоин сезоне, вот у вас как раз. Ну, это печаль, вот и получается 0,236, тут примерно может быть рост максимальный. Даже почти 20, значит, конец 24 года. В общем, ничего хорошего здесь нету, ребята. В общем, ничего хорошего здесь не светит по дэшу с технической точки зрения. Как видите, еще обратите внимание, если биткоин сейчас как-то удерживает, какой-то отскок показывает, дэш он очень слабо, и плюс обратите внимание на объемы, объемов нет. То есть нет поддержки, нет каких-то покупателей хороших. А ситуация очень плохая. Обратите внимание, тоже трендовая линия, то есть локальная на нашу медвежку. И вот так же самое, если дэш будет подходить к этой трендовой линии, тоже будет сильный отбой. Проведите себе и наблюдайте за ней. Монета мне с технической точки зрения очень-очень не нравится, поэтому переходим к следующей альткоин какашке. Следующий неутешительный альткоин — это у нас NEO. NEO тоже очень гнилой. Обратите внимание, если сейчас биткоин, еще некоторые альта показывают хоть какой-то отскок, этот уже направился пробивать свой уровень, да, и идти ниже. Давайте сейчас глобально сначала рассмотрим NEO. NEO по FIBA, кстати, он дошел 0,618. В принципе, неплохо, да, показал рост. Естественно, да, никакого там нового all-time high он не установил, но тем не менее 0,618 это еще довольно-таки адекватный рост. И если даже взять середину этой зоны накопления консолидации и дотянуть до сюда, то есть вполне 10, 12, 13х можно было закрыть. Естественно, если вы, да, там вообще профи, снизу доверху взяли, там 30х было запросто. Давайте более не менее адекватнее еще возьмем. Середина консолидации. Здесь сброс какой-то или отсюда. Ну, то есть 7-10х вполне NEO дал. А NEO с точки зрения фундамента устаревшая немножко монета. Не вижу никакой перспективы будущего у него. Возможно, там какие-то нагрянут перспективы, изменения в компании. Но пока я ничего не вижу по нему. Поэтому ожидать в будущем какого-то там нового роста, сильного или вот all-time high от монеты не стоит. Монета корректировалась на 98%. Сейчас коррекция стала 94%. Поэтому 98, если мы натянем, это у нас как раз нижняя граница вот этого вот нисходящего канала. Обратите внимание, эти две белые линии. У нас NEO, он прям тянется к этой нижней линии. Это у нас уровень 3 доллара. Вот на 3 долларах будет более не менее интересная зона, где можно будет набирать NEO в портфель как вариант. Может ли быть перелов? Да, вполне все может быть. Но тем не менее 3 доллара это у нас будет такая хорошая цель для набора NEO в портфель. В принципе, его можно попробовать все равно набрать на какой-то отскок. Я думаю, 7-10 иксов можно будет вполне забрать, да, если вы четко возьмете по низу этой границы, тогда вполне можно будет забрать какой-то профит на следующем альткоин сезоне. Но интересная зона у нас начинается уже 4,5 доллара примерно, 5, да, 4,5-5 долларов. У меня здесь есть такой вот локальный нисходящий канал на нашу медвежку. Нижняя граница примерно как раз будет здесь 4,5-5 долларов, плюс здесь у нас будет уровень, да, зона такая. Поэтому вполне
технически, да, на отскок Нео можно попробовать подобрать, но это, опять же, это спекулятивно, без фанатизма, соблюдаем риск-менеджмент. И если вы даже отсюда подобрали, я считаю, что его отскок будет вот до этой зоны. Да. Видите, у нас сейчас уровень сформировал, он такой, но он его сейчас собирается пробить. Пробивает отскок. Отскок примерно, я бы даже, знаете что, я бы даже фиксировал $6,5. То есть прям немного. 4,5 подобрать, 6,5 уже зафиксировать и выйти из Нео. Сейчас по процентам это у нас будет, ну, короче, 50% примерно забрать и выйти с монеты. Это чисто спекулятивная сделка. Но в портфель по $3 можно попробовать набрать его. Но берете по $3, например, там можно сразу здесь на 50% выделенного бюджета на монету, но 50% оставить на вдруг какой-то там сквиз будет ниже. Да, запросто может быть. Типа $2,5, да. Взять, поставить лимитку $2,5, 25%. И оставшиеся 25%, там $2. Вдруг будет что-то у нас непредсказуемое, ну тогда супер будет. Но с текущих портфель нет. Однозначно нет. Кстати, обратите внимание, по Dash сейчас вернемся. Смотрите, это вертикальная линия, это у нас декабрь, там 15 примерно декабря, когда биткоин установил свои минимальные значения, то есть это был минимум по биткоину. Посмотрите, Dash, он продолжал снижаться довольно-таки сильно. Нео также самое, минимум по биткоину, хотя Нео здесь, да, смотрите, он довольно-таки показывал, да, интересный боковик, то есть у нас здесь перед ростом был прокол, и цена ушла, но тем не менее Dash, Нео, извиняюсь, Нео здесь более не менее он показывал боковик, конечно же, максимум начали понижаться, но тем не менее это было интересно. Обратите внимание, когда здесь вот был импульс, первый импульс на рост, сделал перехай вот этого, дальше коррекция, все, и цена пошла на третий импульс формировать, то есть сильно уже бычья формация. По Нео все, переходим к следующей монете. Следующая монетка это NEM XM. Максимальная коррекция по нему была в прошлый раз 98, почти 99%. Сейчас уже 96. И если мы опустим где-то сюда в зону интереса, это будет 98. Все сходится. Сходится у нас и процентное соотношение коррекции, и сходится так же самое по этому нисходящему желтому каналу. Как видите, есть четко два касания сверху, есть четко касание снизу. Обратите внимание, здесь неделька, да, кольнула сопротивление, здесь поддержка у нас уже была, здесь поддержка, здесь прокол и потом поддержка. Видите, вторая недельная свеча, она сформировала четко отбой по нижней границе нашего нисходящего канала. Кстати, да, обратите внимание, если у нас идет вот такая, например, недельная свеча, то есть тело с такими тенями, и потом следующая свеча недельная, да, она телом закрывается где-то выше, тень свечи второй, она немного выше, нежели первой, тогда, скорее всего, уровень будет сильный именно по второй свече, имейте это в виду. То есть здесь где-то 70% вероятности того, что уровень сформируется в следующий раз, то есть отбой будет именно здесь. Но, тем не менее, нельзя упускать из виду тот момент, что все равно, конечно же, максимальная уровень, то есть зона, докуда может быть именно по первой свече. Поэтому все-таки, то есть вот такое решение, то есть уровень ставим или трендовую линию тянем по отбою второй свечи. В общем, нижняя граница этого канала нисходящего у меня примерно 1,5 цента. А здесь у нас как раз хай 2016 года, видите, прокол, то есть здесь какой-то уровень сформировался, плюс нижняя граница нисходящего канала. В общем, все сходится, плюс у нас есть максимальная коррекция, она так же самое будет примерно 98%. То есть очень много за то, что у нас NEM будет продолжать снижаться и хорошие точки набора будут здесь. Но это не панацея того, что сейчас всем сюда проколет и то есть все, рост начался. Не. Может быть так же самое, как и здесь, как и по всей слабой альте, видите, нисходящая зона накопления. Прокол, технический отскок, опять перелоу, то есть вот такой технический отскок и потом еще раз перелоу. Обратите на это внимание, поэтому имейте это в виду, может быть сюда добой, прокол, да,
Дальше мы можем отскочить запросто сюда в 3,5 цента. То есть здесь можно спекулятивно подобрать. И здесь уже тут как раз тоже вот уровень у нас сформирован. И примерно там 3-3,5 цента уже тогда выпрыгнуть с монеты. Потому что возможен тогда так еще перелов у нас запросто. То есть можем даже третий раз вот сюда вот кольнуть. Я вот написал уровень, нарисовал 9 тысячных, 9,5 там. Ой, 95 десятитысячных примерно. Вот в принципе даже нужно оставлять какие-то средства на вот этих уровнях. Или там 1 цент. Можно подвинуть 1 цент. Но я вижу здесь, видите, недельная свеча сопротивления. Пробили, поддержка. Я вполне выставил примерно. Видите, эти уровни. Поэтому на них можно сделать акцент. Например, 20-30%. Тут можно вообще технический отскок забрать. И потом при перелов можно будет перебрать эти 20-30%. Потом процентов 30 по этому уровню. И остатки оставляем на более глубокое снижение. До 6 тысячных, конечно же, вряд ли он сюда свалится. То есть какое-то экстремальное значение. Но тем не менее, просто имейте кэш в случае, если какие-то будут проколы или что, наблюдайте. Можно будет тогда добирать по ходу действия. Но хорошие вот наборы я вам обозначил. А сильный уровень сопротивления тоже. Здесь уже сформирован уровень плюс. Вот здесь, да. Но нем будет его пробивать. И сильный уровень, конечно, сопротивления здесь. Но до сюда ему очень-очень далеко. И это не в скором будущем. Дальше максимальная коррекция по Fibonacci увидим. 0,382 была. Довольно-таки, слабо. Хотя бы 0,5. Желательно 0,618. Это уже более-менее интересно. В общем, такая ситуация по монете. Если же мы тоже фибу натянем отсюда до сюда. Вот мы можем также самое увидеть, что вполне монетка здесь может поконсолидироваться, да, и потом показать какой-то рост. Вот вообще сюда в 0,236. Потому что здесь есть сильная зона сопротивления, уже уровень как раз. А до сюда, мне кажется... хотя вполне может дойти до сюда. Да. У нас как раз уже даже конец 24-го. Примерно, да, докуда монета в следующем альткоин сезоне может дорасти, вот примерно. Здесь нужно будет уже большую часть монеты фиксировать. Давайте посмотрим по процентному соотношению. Если бы даже монета кольнет сюда 1,5 цента и вырастет, да, то есть реально это 1300%, это уже 13х. То есть это вполне реально, вполне интересно. Поэтому даже если там влететь по нему с этого уровня, от нижней границы, да, и просто держать монету, не обращать внимания, да, какие-то переловы, в принципе, если они будут небольшие, и можно держать до следующего коин-сезона монету, и вполне вот по этой уровню, зоне сопротивления по 23-25 центов, с нема можно даже выйти на 100% и сделаете 13-14 иксов запросто. Это очень хорошие результаты. Вот такая вот ситуация по нему. Кстати, знаете, интересный момент, обратите внимание. Биткоин устанавливает дно, а нем просто через пару недель еще обсыпается. И довольно-таки сильно. Это вот падение, это 40%. Довольно-таки сильно еще было, да. Дальше. Технический отскок. Перелов. Технический отскок. Перелов. Вот такие дела по нему. Переходим к следующей монете. Последняя монета на сегодня с разряда слабый альткоин какашка. Это у нас Qtum. Тоже показывает очень плохие, слабые результаты. Значит, смотрим. Максимальная коррекция в прошлый раз составила 99%. Ребята, 99%. Сейчас 93-94 примерно. Поэтому падать 99. Опять, видите, все сходится. Нижняя граница нисходящего канала, как раз зона интереса. И как раз коррекция 99-98%, что вполне реально для этой монеты. Отскок по фибе у нас составил, смотрите, интересно, 0,236 был отбой, да, и потом все-таки фитилями в рамках следующей недели дотянули 0,382. Ну, это все очень-очень слабо. Нисходящий канал у нас, я считаю, валидный. Две точки касания сверху, есть снизу четко два касания. Поэтому оптимальная, адекватная зона накопления Qtum, я считаю, это пример от 50 центов.
То есть с таким разрядом, что 50, возможно, туда проколы даже ниже будут, 40 или даже 30, да. Имейте это в виду. Но тем не менее, по 50 центов уже Qtum можно набирать в портфель. А дальше обратите внимание, что Qtum сейчас стоит на уровне, тут есть уровень примерно 2 доллара половина, 2 доллара 4. Есть здесь, да, 2,7 примерно уровень. Он его держит, но скорее всего будет пробитие вниз, и пробитие вниз будет до следующего уровня примерно доллар и 4. То есть, как видите, здесь нисходящий канал у нас локальный, поэтому спекулятивно Qtum можно подобрать доллары 4, где-то там даже ниже, да, тут такие лимитки поставили, доллары 4, доллары 2, например, доллар. И с этих значений, естественно, Qtum можно будет дотянуть до 2 долларов, 2,4 долларов примерно. То есть это такая спекулятивная сделка будет, 2,4, 2,5. Можно немного тут забрать, выйти с монеты, но более-менее адекватное снижение в портфель, если вы все-таки верите в Qtum, вам интересно, 50 центов. Дальше сильный уровень сопротивления 4,5-5,5 долларов примерно, но до сюда Qtum дойдет, скорее всего, примерно ближе к следующему альткоин сезону, это не скоро. Поэтому падать ему есть куда, монета выглядит слабо с технической точки зрения. Вот такие вот дела. Обратите внимание, так же самое. Минимум по биткоину. Qtum тут какие-то сквизы вниз показывает. Потом все-таки на коронадампе делает еще перелов вот этих вот сквизов. После чего только показывает какое-то истинное движение вверх. То есть новый цикл, восходящий цикл демонстрирует. Даже, кстати, если вы от 50 центов войдете, даже вы там портфель забьете, этому Qtum, да, 1000% здесь уже. То есть он вполне можно сделать 10-20 иксов даже, ты смотрите. Да? Если мы возьмем этого минимума и допустим, что Qtum где-то сюда сходит. Кстати, смотрите, как круто уровни тогда рисуются. 0,236 как раз по этому отбою идет. Что вполне все сходится. То есть ждать Qtum нужно здесь 40-50 центов. И если вы там даже, да, вот где-то здесь подберете и дотянете монету до уровня сюда, слушайте, тут даже 20 больше иксов, 30 возможно. Космические даже иксы здесь, я вам сказал бы так. Интересно, интересно. Поставить, короче, лимитки 50-40 центов. В 50-40 центов в этой зоне можно забить будет портфель, в принципе, и сидеть до следующего альтсезона по Qtum. Если он, естественно, соскамится, то соскамится. Но я не думаю это. Хотя всегда процент скама остается. Поэтому наша задача четко соблюдать риск-менеджмент, мани-менеджмент в инвестировании. И тогда проблем не будет. Если данный формат обзора вам понравился, ставьте лайк. Если, естественно, не понравился или я обкакал вашу какую-то любимую монету, извините, тогда можете поставить дизлайк, написать что-то негативное в комментарии. Любой негатив, если он конструктивный, я принимаю. Я вам всем желаю удачи. Главное, соблюдайте риски. В инвестициях также самое нужно соблюдать риски. Не спешите сейчас ставить монеты в портфель. Дождитесь крутых моментов. Расставьте какие-то лимитки. И все, и ожидайте. Всем вам удачи, хорошего дня и пока.